последнее время у Путина что-то не ладится диалог с Вашингтоном. Трамп, судя по всему, наконец-то понял, что кремлевский дед просто издевается над ним, водит за нос и играет роль великого стратега. Хотя на деле все это старый цирковой трюк с фейковыми КГБшными козырями. И вместо того, чтобы включить логику, сделать шаг навстречу, предложить хоть иллюзорный компромисс, этот бункерный закомплексованный престарелый подросток снова выбрал проверенный путь – мериться пиписьками. Причем не с кем-нибудь, а с коллективным Западом, во главе с НАТО и Дональдом Фредовичем Трампом. И делает это, как всегда, с театральным пафосом, демонстрируя миру свои вундервафли – ядерную торпеду «Посейдон» и вечно летающую ракету «Буревестник». Но чем дольше он этим козыряет, тем очевиднее становится, вся эта ядерная понторезка не про силу, а про страх. Про страх проиграть. Про страх признать, что сказка про вставание с колен давно превратилась в позорный стендап. Приветствую тебя на канале «Утилизатор реальности». Сегодня мы разберем, как Посейдон и Буревестник, два символа великодержавного маразма, стали не оружием глобального сдерживания, а вялым писюнцом, который Путин хоть как-то пытается надрочить, чтобы он смотрелся хоть как-то серьезно на фоне иллюзорного оппонента. Что ж, начнем. Когда Путин говорит о буревестнике, у него загораются глаза, как у ребенка, который впервые увидел фейерверк и уже мечтает поджечь весь район. Только проблема в том, что этот фейерверк не взлетает. По официальной легенде, буревестник — это крылатая ракета с ядерным двигателем, способная летать неделями, обходить любую систему противоракетной обороны и бить в любую точку планеты. На деле же, как в одном из недавних интервью признал даже российский генерал Ивашов, это проект из серии «Вундервафлей». Игрушка, которая существует только в телевизоре и на карикатурах из Минобороны. Ивашов прямо говорит: ракета не принята на вооружение, испытания проваливались, а сама идея самоубийственная. Любое применение буревестника автоматически означает начало Третьей мировой, потому что в момент ее пуска американская разведка сразу же увидит старт ядерного объекта, и ответ будет мгновенным. Без уточнений, без проверки. Западные военные вообще воспринимают буревестник как какой-то нелепый пример из серии черного юмора. Американский офицер Чак Феррер назвал его «Франкенштайн Мэднесс» — «Франкенштейновской безуминой». А эксперт Павел Подвиг в интервью прямо сказал: полезность этой системы, если она вообще работает, около нуля. И это даже не гипербола, ведь испытания буревестника уже приводили к смертям и радиационным заражениям. Как, к примеру, в 2019 году под Северодвинском, где взорвался ядерный реактор прототипа. То есть Россия создала не оружие, а самоубийственный дрон, который способен убить только тех, кто его обслуживает. Страна в экономическом и политическом кризисе, но вместо того, чтобы решать реальные проблемы, Кремль снова меряется ракетами. При этом, по западным оценкам, стоимость разработки буревестника уже превысила десятки миллиардов долларов. И все ради ракеты, которая, по сути, бесполезна. И как точно подметил аналитик Фабиан Хоффман, каждый рубль, потраченный Россией на эту бесполезную ракету, приближает ее к экономическому коллапсу. Итог. Буревестник — это не оружие сдерживания. Это психотерапия для стареющего диктатора, который вместо переговоров и здравого смысла снова вытаскивает из ядерного чулана свои игрушки. И чем громче он ими размахивает, тем очевиднее, что бояться тут уже не стоит. Разве что за тех, кто стоит рядом с пультом запуска. И если буревестник — это ракета, которая никогда не взлетит, то Посейдон — это торпеда, которая утонет еще до старта. По телевизору ее подают как страшилку. Дескать, Посейдон — это беспилотная ядерная торпеда, способная вызвать цунами высотой 9-этажного дома и смыть американское побережье. В реальности же все это — очередная анимация в духе мультиков Путина. Максим Калашников, один из немногих здравомыслящих Z-патриотов, честно говорит: как оружие возмездия Посейдон бесполезен. Он не напугает США, а запустить его значит самоубийство. Торпеда идет медленно, орет на весь Атлантический океан и даже если доползет, ударит уже по радиоактивному пеплу. Причем, как иронично замечает Калашников, американцы успеют выпустить ответку еще до того, как Посейдон доберется хотя бы до Нью-Йорка. Все, минус Россия, минус Америка,
Плюс бессмысленный и беспощадный апокалипсис. Физика тут элементарная. Вода в 800 раз плотнее воздуха. Тащить через нее 100-тонную торпеду со скоростью 70 узлов – это как пытаться взлететь на бетономешалке. При этом торпеда огромная, шумная и абсолютно нескрытная. Ее слышно за сотни километров. При этом американские подлодки пасут каждую российскую, и если Посейдон хоть пискнет, его просто утопят. Западные эксперты называют проект техническим, стратегическим и экологическим кошмаром. Польские аналитики вообще заявили, россияне еще не освоили автономные подводные технологии, бояться нечего. Даже в Чатем-хаусе в Лондоне отметили, это не военная угроза, а политический сигнал отчаяния. По итогу сотни миллиардов рублей уйдут в океан вместе с этой торпедой. И как метко сказал тот же Калашников, мы повторяем путь Брежнева, клепаем танки и ракеты вместо колбасы. Американцы, глядя на все это, только радуются. Один из аналитиков НАТО саркастично написал, каждый рубль, который Россия вкладывает в это бесполезное и ненужное оружие, рубль, приближающий ее к краху. То есть Посейдон – это не угроза Западу, а подарок. Чем дольше Кремль его строит, тем быстрее рушится собственная экономика. И вот результат. Даже российские патриоты военные уже смеются над тем, что раньше подавалось как оружие судного дня. Это надгробие, которое Россия выковывает сама себе. Если бы все это происходило в 80-х, «Буревестник» и «Посейдон» легко бы показали по программе «Время» между репортажем о доярке ударницы и выступлением какого-нибудь ансамбля. Но на дворе 2025 и вместо доярок в России пиарщики с допуском к ядерной кнопке. Проблема не в том, что оружие не работает, проблема в том, что никого это не волнует. Как сказал Калашников, в России победила пропаганда над реальностью. Главная цель – не выиграть войну, а показать мультик, чтобы народ подумал, будто все под контролем. Такой подход уже стоил СССР собственной шеи. Десятки тысяч танков, пустые прилавки и страна-утопия, где колбасы не было, зато было величие. Теперь история повторяется. Вместо колбасы – Посейдон. Вместо плановой экономики – плановый пиздец. Это и есть путинский новый Брежнев. Больше вундервафлей, меньше хлеба. И пока Россия вкладывает миллиарды в фантомные ракеты и торпеды, США спокойно смотрят на это как на самоликвидацию конкурента. И ведь это работает. Санкции душат, ВВП ползет, но зато вундервафля на экране сияет как елочная игрушка. Все это не оборона. Это телевизионный сеанс терапии для стареющего диктатора и его зрителей, которым пообещали величие в обмен на нищету. Вместо стратегии – суета, а вместо военной доктрины – мантра. Мы всех победим, у нас есть аналоги, которых нет ни у кого. Тактика без стратегии, просто суета перед поражением. И в этом весь путинский стиль – имитировать движение, создавать шум, но не делать ни одного реального шага. Режим, который боится тишины, потому что в тишине слишком громко звучит правда. Когда Путин с серьезным лицом показывает мультяшные ролики про Посейдоны и буревестники, мир уже не замирает в ужасе. Он замирает от смеха. Трамп, судя по всему, и сам устал от этого цирка. Когда Путин в очередной раз выкатил буревестник, Трамп ответил фразой, которая должна была бы стать мемом. «У нас и так есть лучшие в мире подлодки у ваших берегов. Нам не нужно, чтобы ракеты летали на 8000 миль». То есть перевести можно просто «Сиди, Володя, не позорься». Запад прекрасно понимает, что все эти вундервафли не угроза, а попытка шантажа в стиле дворового хулигана. «Держите меня семеро, а то запущу торпеду». Американские аналитики из РЕН и Чатем-хаус называют подобные проекты сигналами отчаяния и театром для внутреннего зрителя. Европейские военные и вовсе реагируют с ледяной иронией. Польские эксперты, например, заявили, что эти торпеды слишком шумные, чтобы кого-то напугать, а ракеты слишком редкие, чтобы быть фактором сдерживания. Французы комментируют это как попытку отвлечь внимание от провалов на поле боя. В НАТО на эти мультики смотрят как на дешевый пиар-проект, с тем же энтузиазмом, с каким на политшоу смотрят уборщицы в ночную смену. Вроде бы фоном играет, но никому не интересно. В западных СМИ даже сатирики уже утомились от этого постядерного мюзикла. The Economist язвительно написал:
Кремль теперь пугает не врагов, а инвесторов. А на Reddit и X, бывший Twitter, мемы про Посейдон сопровождают подписью: «Радиоактивное цунами все еще лучше, чем дороги в России». Все, что раньше должно было пугать мир, сегодня вызывает лишь унылый фейспалм. Путин пугает ядерным концом света, а мир видит в нем просто старика с дрожащим пультом и с психозом величия. Когда страна не может произвести нормальный автомобиль, она начинает мечтать о межконтинентальной торпеде. Когда в экономике дыра, в телевизоре появляется буревестник. Когда армия проваливает войну, в новостях появляются мультики про Посейдон. Путинский супероружейный оргазм – это не демонстрация силы. Это отчаянная попытка доказать себе, что он еще способен хоть на что-то. И чем громче он бьется в припадке аналоговнетности, тем очевиднее становится: перед нами старый политический организм, у которого остался только один способ напомнить о себе – угрожать гибелью всему миру. Но реальность проста. Никто уже не верит, что Посейдон доплывет, а буревестник долетит. В это верят только российские пропагандисты. И то, судя по лицам, уже через силу. Итог. Вся эта цирковая ядерная эстетика не про войну и не про стратегию. Это про страх, про старость, про тотальную потерю контроля. Когда система рушится, она начинает кричать. И Путин орет, показывая миру свои картонные ракеты и фантомные торпеды. Посейдон и буревестник – это не символы мощи, а памятники маразму. Их место не в арсенале, а в музее неудавшихся диктатур. Между проектом «Звезда смерти» и макетом чудо-танка Третьего Рейха. Вот так и выглядит современная российская военная мощь. Картонная, громкая и бесполезная. Как говорится, слабоумие и отвага. Страна, где на заводах не хватает микрочипов, зато хватает бреда про ядерное цунами и вечно летающие ракеты. И пока мир делает дроны, спутники и квантовые компьютеры, Россия делает мультфильмы. Спасибо, что досмотрел до конца. Если тебе тоже смешно, ставь лайк. Если грустно, комментируй. А если хочешь, чтобы вся эта клоунада закончилась, просто подпишись, потому что впереди еще много того, что стоит утилизировать. Это был утилизатор реальности. До встречи в новых выпусках. И помни, у страха глаза велики, особенно если их рисует российская Минобороны.